Постапокалипсис, мистика, фэнтези в историческом сеттинге, психологические триллеры не только в сегодняшнем выпуске. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас лучшие сериалы января. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра. Одни из нас. Я просто не могу не начать выпуск с этого невероятного хита от HBO. The Last of Us – захватывающее эмоциональное путешествие по постапокалиптическому миру, опустошенному смертоносным вирусом. Долгожданный сериал от HBO основан на одноименной видеоигре, получившей признание критиков и геймеров. Это замечательная премьера, которая вас непременно захватит. Сериал мастерски адаптирует мощную сюжетную линию игры и ее персонажей для малого экрана. Пусть кто-то ругает проект за мискаст, но актерская игра на высочайшем уровне, и зритель легко верит в персонажей. Одной из самых сильных сторон сериала является его стремление к эмоциональной глубине и развитию героев. Более того, он сумел расширить богатый мир игры, подробнее рассматривая последние дни перед апокалипсисом и дни после, углубившись в политику и борьбу за власть в оставшихся человеческих поселениях, рассказывая про их правила и суровые законы. Согласно синопсису, после того, как глобальная пандемия уничтожает цивилизацию, закаленный выживший заботится о 14-летней девочке, которая может стать последней надеждой человечества. Первые два эпизода оказались впечатляющими, они легко вовлекают в сюжет, а поклонники оригинала оценят практически покадровое воссоздание знаменитых сцен. Совпадают даже тайминги в репликах актеров. В целом, «Одни из нас» — это обязательная премьера как для фанатов игры, так и для тех, кто с франшизой не знаком. Сериалу удалось сохранить дух первоисточника и при этом стать самостоятельным произведением искусства. Легенда о Вокс-машина. Новый сезон хитового шоу Amazon Prime переносит на экраны вторую арку знаменитого веб-сериала Critical Role. Анимационный фэнтези-сериал разворачивается в рамках ДНД-приключения, освещая предысторию шоу, первые сюжетные линии и побочные квесты. Одной из ключевых особенностей является сосредоточенность сериала на повествовании и развитии персонажей, за что когда-то так сильно и полюбили оригинал. Он способен передать тот же уровень волнения и восхищения от приключений, ощущается как настоящая фэнтези-эпопея. Анимация и экшн-сцены выполнены на высоком уровне, на это Amazon точно не поскупились. В общем, легенда о Вокс-машина практически обязательна к просмотру не только для поклонников ДНД и выпусков Critical Role, но в общем для фанатов фэнтези как жанра. Это приключение вам точно принесет удовольствие. «Крестный отец Гарлема». Сериал, созданный Крисом Бранкато и Полом Экстайном, рассказывает историю, вдохновленную печально известным криминальным авторитетом Бампи Джонсоном, который в начале 60-х годов вернулся после 11 лет тюремного заключения и обнаружил, что район, которым он когда-то правил, разрушен. «Крестный отец Гарлема» по замыслу сценаристов одновременно и столкновение преступного мира и движение за гражданские права в один из самых бурных периодов в истории Америки. По сути, это шоу-приквел к фильму «Гангстер» с Дензелом Вашингтоном. Главная тема сериала — борьба Бампи Джонсона с итальянской мафией. Он хочет, чтобы Гарлем принадлежал только ему, а некто Винсент Джиганто хочет уничтожить Джонсона. «Крестный отец Гарлема» хорошо написан, может порадовать хорошей игрой актеров и настоящим напряжением. Потрясающе переданный временной период, встретится множество драматизированных событий, реально происходивших в то время, что может заинтересовать еще и поклонников исторических сериалов. «Звездные войны. Бракованная партия», захватывающий и насыщенный событиями анимационный веб-сериал. Сериал, очевидно, является спин-оффом хитовых «Войн клонов» и происходит после событий войн. Как и уже упомянуто, его почему-то многие считают детским, только потому что анимация, но нет. Сценарий качественный, события драматичны, а многие эпизоды по сюжету вкупе с отличной анимацией и качественной работой актеров озвучки легко превосходят полнометражные фильмы, особенно из новой трилогии. Сериал рассказывает о группе элитных, но слегка неправильных клонов отряда 99. Из-за генетических особенностей они оказались невосприимчивы к приказу 66, а потому стали угрозой для новой империи. Про второй сезон отдельно говорить смысла нет, он просто продолжает сюжет первого, событиями перенесясь на пару месяцев вперед. Поклонникам «Звездных войн» крайне рекомендовано. Мэр Кингстауна. Добро пожаловать в Кингстаун, штат Мичиган, жизнь в котором довольно мрачна. Джереми Реннер играет Майкла Макласки, мэра этого коррумпированного города, в котором, цитата, «тюремное заключение – единственная процветающая отрасль». Сюжет сериала так или иначе касается местной пенитенциарной колонии, системным притеснением и проблемам равенства. Каждый из двух сезонов исследует различные проблемы, с которыми сталкиваются жители городка, пытаясь сохранить свой образ жизни и удержать город на плаву. Актерский состав умеет
умело оживляет персонажей, каждый из которых обладает своей индивидуальностью и уникальной предысторией. В сериале хорошо показаны и трудности жизни в маленьком городке, и влияние преступности на общество. Тем не менее, временами он может показаться довольно медленным. Некоторые сюжетные линии развиваются намного дольше, чем другие. А еще для некоторых зрителей сериал может показаться мрачным и тяжелым, ведь темы в нем затрагиваются очень серьезные. Если вы еще не смотрели его, но являетесь поклонником криминальных шоу, то не пропустите. «Ваша честь» — это юридический драматический сериал, повествующий о неподкупном и принципиальном судье. Однажды он узнает, что его сын тайком взял его машину, сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии. И вроде главный герой тут же решает сдать сына полиции, но оказывается, что мотоциклист — сын одного из самых опасных преступных авторитетов города, которого судья отправил за решетку годом раньше. И вот так герои оказываются втянуты в опасную паутину лжи и коррупции. Не хочу спойлерить, но скорее всего вы, как зритель, просто возненавидите сына судьи за его раздражающий, неуравновешенный, безрассудный, чрезмерно эмоциональный характер. И, к огромному сожалению, именно его иррациональные поступки толкают сериал вперед на протяжении всего первого сезона и косвенно второго тоже. Сериал отлично справляется с созданием и поддержанием напряжения. К тому же второй сезон намного мрачнее первого, тяжелее эмоционально. Если вы соскучились по феноменальным ролям Брайана Крэнстона и хорошей криминальной драме, это шоу точно не следует пропускать. «Дом с прислугой» — психологический хоррор-сериал, повествующий о семейной паре. После трагического случая, в котором погибает их ребенок, в целях терапии у них появляется кукла Реборн, призванная помочь отпустить утрату и двигаться дальше. Но в один день они нанимают таинственную молодую женщину для ухода за куклой, однако та с самого начала воспринимает ее как живого ребенка. А затем, с появлением новой няни, в доме начинают происходить очень странные вещи. В этом месяце вышел уже 4-й сезон, и должен отметить, что в каждом из них показываются все более тревожные и извращенные события. Возможно, самой сильной стороной сериала является как раз-таки игра актеров, которые умело передают сложные и сильные эмоции персонажей. И самое удивительное, что это не только про один конкретный сезон, это применимо ко всему сериалу. Шоу также отлично справляется с созданием напряженности и атмосферы, используя смесь психологического ужаса и сверхъестественных элементов, чтобы держать зрителей в напряжении. В целом, новый сезон стал хорошим дополнением к предыдущим, естественно, при условии, что вам понравился первый сезон, ведь такой жанр сам по себе не для всех. «Охотники» — это захватывающий напряженный веб-сериал от Amazon, раскрывающий историю разнообразной группы охотников за уцелевшими нацистами в Нью-Йорке 1977 года. Сериал рассказывает о том, как герои обнаруживают высокопоставленную тайную операцию в Соединенных Штатах и пытаются ее остановить. Также он затрагивает секретную операцию правительства США «Скрепка» по переселению ученых из Германии после окончания Второй мировой. Телешоу не основано на каких-либо реальных организациях или лицах, но близкий к историческому контексту является одной из его важнейших особенностей. Поскольку действие происходит в 70-х годах, приятно видеть и достаточное внимание к деталям, костюмам и производственному дизайну. Косвенно сериал также исследует темы справедливости и мести, мораль, взятия правосудия в свои руки. В то же время в сценарии достаточно места для мрачного юмора, сатиры и иронии, что является исключительным плюсом для боевика в сеттинге альтернативной истории. «Викинги Вальхалла» — спин-офф популярного исторического драматического сериала «Викинги», действие которого разворачивается спустя 100 лет после событий оригинала, в самый закат эпохи викингов. Сериал рассказывает о новом поколении, которые отправляются на поиски сражений в новые земли, одновременно решая политические и личные проблемы. А проблем у них предостаточно, ведь король Англии Этельред II, будучи неспособным отражать набеги, решает просто поголовно уничтожить всех живущих на ближайших островах данов, что и служит предпосылкой к развитию сюжета. Перейдя к Netflix, франшиза стала менее глубокой, персонажи уже не такие проработанные, исторические аллюзии не такие увлекательные и достоверные, а диалоги далеко не самые умные. Это правда. Шоу в значительной степени опирается на знакомые тропы и условности жанра, из-за чего может показаться шаблонным. Тем не менее, сериал все еще может похвастаться проработанным графическим насилием, за которое когда-то так сильно полюбили оригинал. Производственные ценности также впечатляют. Потрясающая кинематография и невероятные съемки природы помогают оживить мир викингов. Второй сезон в оценках на кинопорталах в целом не уступает первому и все еще способен доставить удовольствие поклонникам исторического фэнтези. Стальные эпизоды. Калейдоскоп. В этом месяце Netflix в очередной раз решил удивить своих зрителей экспериментом с форматом. Калейдоскоп — это необычный драматический мини-сериал о грабеже. Судя только по трейлеру, он очень похож на типичные фильмы жанра киноограблений, вроде «11 друзей Оушена». Но есть один нюанс, уже упомянутый эксперимент.
Это и главная причина обратить внимание на проект и его главный недостаток. Согласно синопсису, гениальный взломщик Лео Пап собирает команду профессионалов с намерением совершить потрясающее ограбление и украсть $7 миллиардов. Разумеется, в сюжете будут присутствовать предательство, жадность и остальные типичные проблемы, с которыми сталкиваются фильмы этого типа. А теперь вишенка на торте – формат. Сериал состоит из 8 эпизодов, каждому из которых присвоен свой цвет. Главное из них — черное вступление и белый финал, но все остальные события разбросаны во времени, начиная за 24 года до ограбления и заканчиваясь утром предыдущего дня. Оставшиеся эпизоды можно смотреть в любом порядке. По словам самого стримингового сервиса, существует до 5040 вариантов просмотра, и зрителям, естественно, рекомендуется попробовать хотя бы несколько вариантов, чтобы получить опыт нелинейного фильма Тарантино или классической детективной истории. И структура просмотра в любом порядке является в некотором роде самым большим недостатком шоу. Напряжение нигде не нарастает, сценарий вынужден быть максимально ровным и нейтральным, чтобы один конкретный эпизод качественно не перевесил остальные, испортив весь просмотр. В итоге впечатления очень смешанные. Если вы его уже посмотрели, не стесняйтесь оставлять свои в комментариях. Мэйфэйрские ведьмы. Согласно синопсису, детский нейрохирург обнаруживает, что принадлежит к роду потомственных могущественных ведьм. Теперь она вынуждена найти способ совладать со зловещей сущностью, которая преследует ее семью на протяжении многих поколений. Это вторая часть новой телевизионной вселенной по произведениям Энн Райс. Первый сериал «Интервью с вампиром» был далеко не самого высокого качества. Мэйфэйрские ведьмы одновременно драма и сверхъестественный триллер. Ее, увы, тоже не назвать выдающейся, но недостатки несколько клишированного сюжета компенсируется правильным кастингом и хорошей игрой актеров. Должен предупредить, первые 2 эпизода могут смутить вас своим монтажом. Фрагменты относятся к разным периодам, здесь и предыстория персонажа, и текущее время, и далеко не всегда сходу получится понять, что происходит сейчас на экране. В остальном сценарий и эффекты для телевидения хороши, более того, он выглядит и ощущается как фильм высокого класса с дорогим производством. Пока что вышло только 3 эпизода, и судить об общем качестве сезона еще рано. Тем не менее, на текущий момент сериал достоин просмотра. На этом у меня сегодня все. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске. Пока.